В Южной Африке произошло одно из самых захватывающих открытий в области палеонтологии за последние десятилетия. Челюсть возрастом 1,5 миллиона лет, которая принадлежит прежде неизвестному виду рода Paranthropus, и которую исследователи прозвали «человек-щелкунчик». Этот новый вид получил название Paranthropus capensis. Открытие этой окаменелости открывает новые перспективы для понимания эволюции гоминид и разнообразия жизни на Земле, а также позволяет углубить наше осознание природных процессов, которые формировали нашу планету на протяжении миллионов лет. История этой находки уходит корнями в 1949 год, когда группа палеонтологов под руководством профессора Джона Т. Алистера во время раскопок в районе Винландс, близ Кейптауна, сделала важное открытие. Находка была тщательно описана и задокументирована, однако реализация ее научной идентификации оказалась настоящим вызовом и затянулась на десятилетия. На протяжении первых лет после обнаружения специалисты полагали, что останки принадлежат другому неизвестному на тот момент виду, который был назван Telanthropus capensis. Так полученный образец делал первые научные публикации насыщенными дискуссиями, в ходе которых была предложена гипотеза, что окаменелость могла принадлежать Homo ergaster, знаменитому представителю рода Homo, известному благодаря своим достижениям в технике обработки камня. Документирование находки показало нарастающее количество интерпретаций и споров. После появления новых технологий в 21 веке, таких как рентгеновское сканирование и создание 3D-моделей, палеонтологи получили возможность глубже изучить анатомические детали челюсти, что дало возможность произвести убедительные сопоставления с ранее неизвестным видом. Эти инновации помогли исследователям рассмотреть морфологические характеристики на новом уровне и со всей строгостью подходить к вопросам идентификации. Прозвище «человек-щелкунчик» возникло благодаря мощным и прочным челюстям Paranthropus capensis, адаптированным для переработки твердой пищи, включая орехи, семена и другие растительные продукты. Это название создает образ сильного и приспособленного вида, который мог эффективно использовать свои анатомические особенности для выживания в условиях суровой среды. Несмотря на это, парадоксально, челюсти Paranthropus capensis менее массивные по сравнению с челюстями его более известных собратьев, таких как Paranthropus robustus. Научные исследования показывают, что челюсть Paranthropus capensis имеет заметные отличия от анализируемых видов вроде Homo. Палеонтолог Климент Занолли из Университета Бордо описал челюсть как странноватую по сравнению с известными формами Homo, подчеркивая ее уникальные анатомические особенности. В частности, маляры Paranthropus capensis имеют удлиненную прямоугольную форму, что отличает их от более округлых маляров у других видов, принадлежащих к роду Homo. Эти отличия дают важное указание на адаптации, которые позволили этому виду выживать ввиду наличия особых источников пищи и конкуренции с другими формами жизни. Исследованные образцы свидетельствуют о том, что диета этого вида могла быть более разнообразной. Упрощая возможность использовать ряд источников питания, форма зубов и челюстей Paranthropus capensis предоставляет важные подсказки о стратегии выживания. Это делает его уникальным участником в эволюционном процессе и расширяет представление о сложной экосистеме, в которой он существовал. Так, изменения в рационе могут говорить о его способности адаптироваться к различным условиям и ресурсам, доступным в своем окружении. Изучение существования разных видов в экосистеме
становится особенно актуальным в контексте эволюционного развития. Род Homo, начавший свой путь приблизительно 3 миллиона лет назад, создал множество видов, у каждого из которых была своя уникальная ниша и адаптация. С появлением Homo sapiens около 300 тысяч лет назад нашим предкам пришлось координировать свои ресурсы и возможности в сосуществовании с другими гоминидами, среди которых Paranthropus мог быть значимой частью экосистемы. Существовало предположение, что Paranthropus capensis начал свое существование одновременно с Paranthropus robustus, хотя оба вида занимали разные экологические ниши и использовали различные источники питания – массивные челюсти. Paranthropus robustus подразумевают, что этот вид питался более грубой растительной пищей, в то время как Paranthropus capensis, обладая менее массивными челюстями и более мелкими зубами, вероятно, имел более широкий и разнообразный рацион, что способствовало лучшим адаптационным возможностям. Этот фактор взаимодействует с основными теоретическими концепциями о том, как различные виды могли приспосабливаться к изменениям в окружающей среде. Сосуществование гоминид также подчеркивает важность генетического разнообразия и адаптивного потенциала в эволюционных процессах. Более того, это было не только соревнование за ресурсы, но и вопрос выживания, помогающий выработать стратегии, которые позволяли бы разным видам успешно существовать рядом друг с другом. Открытие нового вида Paranthropus capensis не только расширяет пределы нашего понимания древних гоминид, но и помогает на новом уровне исследовать механизмы, способствовавшие эволюции этих форм жизни. Каждый новый шаг вперед в изучении этого вида предлагает более глубокое понимание истории нашего рода и того, как формировались связи между ним и другими видами. Эти знания могут оказать сильное влияние не только на палеонтологические дебаты, но и на западные культурные представления о месте человечества в природном мире. С увеличением внимания к вопросам экологии и изменений климата, понимание того, как древние гоминиды были способны адаптироваться к изменениям, становится особенно актуальным в контексте глобальных вызовов, которые стоят перед человечеством сегодня. Кроме того, открытие Paranthropus capensis подчеркивает важность использования передовых технологий в области палеонтологии и археологии. Раскрытие окаменелостей и применение новых технологий предоставляют возможность углубленно исследовать анатомические и морфологические характеристики и лучше понять сложности прошедшей эволюции. Этот вид может привести к переосмыслению существующих теорий о происхождении человека и эволюционных связях. С точки зрения будущих исследований, Paranthropus capensis станет важным объектом для продолжающихся и будущих научных разработок. Это открытие может направить новые научные экспедиции и привести к дополнительным находкам, которые будут дополнять нашу картину древнего мира. Таким образом, открытие челюсти Paranthropus capensis представляет собой ключевое событие в изучении палеонтологии и антропологии и имеет множество последствий для научного знания о древних гоминидах. С каждой новой находкой и дальнейшим анализом мы все ближе подходим к пониманию того, как развивалась жизнь на Земле, и представители нашего рода адаптировались к меняющимся условиям. Этот новый вид с его уникальными анатомическими особенностями расширяет наше понимание многообразия гоминид и их места в эволюционном процессе, в том числе в контексте экосистем. Важно отметить, что исследования продолжатся, и наше понимание Paranthropus capensis будет углубляться как в контексте его биологии, так и в отношении его взаимосвязи с другими видами на протяжении истории.
Общее научное сообщество будет внимательно следить за дальнейшими открытиями, которые помогут осветить путь, пройденный человечеством за миллионы лет, и, возможно, направят нас к новым научным открытиям и глубоким пониманиям древности.